Привет! Поеду сейчас на берег, на море и расскажу вам о своих первых 3 месяцах попыток выступать здесь, в Великобритании, учитывая то, что я играю инструментальную музыку на акустике и не пою. Я человек, конечно, творческий, но мышление немного есть бизнесовое, и то, что я закончил эконом, тоже оставляет свой след, поэтому я рассуждал чисто в ключе продаж. Смотрите, у нас есть продукт. В данном случае это что? Это концерт. Этот продукт нужно где-то показать. Витрины, в моем случае, наверное, самое простое — это сайт. И по-хорошему, конечно, еще соцсети, но я уже в прошлом видео говорил, что я хочу попробовать как-то без соцсетей, а больше сконцентрироваться на офлайне. Но, тем не менее, витрина должна быть. И, кстати, уже сейчас я могу записать в витрину открытые микрофоны. Ну и всяческого рода там выступления на каких-нибудь там фестивалях, типа отборочных. То есть это те места, где меня могут увидеть, заметить и пригласить, собственно, дать концерт. И, конечно, нужен трафик, то есть кому мы показываем себя и, соответственно, чтобы потом пригласили. Кому? Это большой вопрос. Обычно это были бы просто зрители в социальных сетях, соответственно, трафик из социальных сетей, и потом продавать им билеты. Но, как я говорил, я сейчас не хочу играть в эту игру, где я набираю фан-базу и как бы строю свою такую карьеру. Я хочу, по сути, просто выступать. И для этого мне на данный момент нужно достучаться, на самом деле, не до зрителей, а до промоутеров, организаторов, арт-директоров клубов, которые вот это вот все увидят и скажут: да, давай ставить концерт. Ну и, конечно, самый лучший способ для интроверта — это имейлы и сообщения. И вот это мы все пишем, показываем себя и надеемся на то, что нас пригласят поставить концерт. Конечно, это не супер какая-то истина и вообще только так и надо. Это просто я начал какими-то категориями хотя бы мыслить, потому что у меня был просто огромный список, что можно было бы сделать, кому написать, куда зайти и так далее. И чтобы хоть как-то это категоризировать, я вот рассуждал так. И из этого огромного списка я подумал, что нужно сделать первое, самое важное, чтобы мне бы облегчило жизнь. Ну, знаете, есть такое, как типа доминошка, да? То есть какая-то доминошка, которую толкнуть, и остальные, может быть, сами и попадают. И я подумал, что это, конечно же, сайт, потому что во всех этих имейлах, сообщениях я просто прикрепляю сайт, где у меня есть все видео, где какое-то описание меня, что я могу так, сяк и пятое, и десятое, и надеяться на то, чтобы это сработает и меня пригласят. Здесь еще важно сказать, что на самом деле у меня не один продукт. То есть, да, первый мой продукт — это, так сказать, гитарное шоу, назовем это так. Это вот традиционный концерт, покупаете билеты, приходите и слушаете там 1,5-2 часа артиста, глядя на него. Это то, что я обычно играл сольно, много играли с Андреем, но также и формат так называемый live music. То есть это когда просто в пабах, в барах, в ресторанах, когда артист не является главным вот на сегодняшний вечер, он просто дополняет этот вечер своим музыкальным оформлением, и все. Я пока сам не знаю, хочу ли я это, но как минимум могу. Потому что есть вечера, когда ты играешь live music, и ты прям чувствуешь, что ты вообще здесь лишний, просто отрабатываешь деньги. Ну, это просто работа, она оплачивается. А есть вечера, где заказывают действительно именно тебя, и хотя бы один есть зритель, который: «О, круто, ты сегодня будешь играть». И тогда это действительно очень приятный вечер, и который еще и действительно гарантированно оплачивается. Но также у меня есть и третий формат. Я буквально недавно начал экспериментировать с всякими эффектами. Лупами бешеными, и я подумал, что я мог бы играть такой эмбиент, такое оформление какого-то арт-события. Например, открытие какой-то выставки, вот именно в галереях, что-то художественное мне видится. Я никогда этого не играл, если вот здесь у меня куча опыта, то вот это я никогда не играл, но мне было бы интересно, потому что там у меня такое есть идеи для такой импровизационной программы. Другой вопрос, что это получается 3 продукта, а если 3 продукта, то нужно 3 разные витрины, и, соответственно, к этим витринам 3
разные категории трафика вести. Потому что, ну, гитарное шоу, это понятно. Это немножко другое. Здесь нам надо показывать себя каким-то агентством, которые, знаете, типа посредники между площадками и артистами. Соответственно, вот здесь бы нам хорошо кавера показывать, а здесь, например, авторское. Здесь хорошо бы быть в пиджаке и рубашке, а здесь какой-то образ твой индивидуальный, артистический. То есть это разные подходы. А здесь вообще третье, здесь другое промо-видео нужно, здесь другой трафик, там по арт-галереям рассылать имейлы. Короче, это вот 3 разные направления. Я начал с того, что я сделал сайт и сделал странички вот под этим разные 3 направления и как-то рассылал отдельно сюда и отдельно сюда. Что из этого вышло? Я отправил кучу имейлов. Удивительно, но из этого всего встало 2 концертных, что я считаю неплохо. Это именно сольные концерты, вот именно как гитарное шоу, так сказать. Правда, здесь такие забавные таймлайны, что я это в январе переписывался, и мне предлагали в январе даты на май и на июль. Ну, собственно, они так и встали. Еще отправил заявку на So Far. Возможно, кто-то знает. Это такие секретные концерты. Мы даже с Андреем играли в Питере, когда они только появились. Но как раз вот из-за того, что я неправильно сформулировал истории с продуктами, я им отправлял промо-видео со своими каверами. Ну и в итоге пришел мне отказ. Я уже потом понял, что надо было только именно свое авторское отправлять, потому что там как бы про творчество, а не про кавера. Даже если как бы это оригинальные аранжировки, да, мы там с вами, например, гитаристы, видим в этом творчество, но вот так просто для обывателя со стороны это все равно чья-то песня. Еще познакомился с одним гитарным мастером. Абсолютно случайно на ютубе увидел его канал. Подумал, что гитары круто выглядят, но демо на его канале были в основном с исполнителями-певцами. Сами гитары там раскрывались не очень. А зайдя на его сайт, я увидел, что его мастерская вообще в получасе от меня. Поэтому я быстренько накатал имейл, типа, дружище, классные гитары, вообще буду рад записать для тебя демки и познакомиться. Собственно, так и получилось. Забегая вперед, скажу, что это знакомство, оно на данный момент никаким концертом не привело, но просто приятное, полезное, мне кажется, в дальнейшем знакомство. Ну, кстати, оно оправдало уже себя, то, что оно полезное, потому что пока я записывал ему демки, моя гитара оказалась, что там поломалась и требовала починки, поэтому у нас с тобой такой получился бартер. Я ему записал демки, он мне починил гитару. Даже на мой канал я записал одно видео с его гитарой и даже записал обзор на эту гитару на русском. И этот обзор есть у меня на Boosty и на Patreon. Yeah, it's alright. Потом наступил февраль, и я подумал, что как-то медленно моя карьера взлетает. Я еще увидел на афишах артистов. В основном это фолк-артисты, у которых достаточно скромные цифры в соцсетях, типа, знаете, там 5000 подписчиков, ну, что-то такое, достаточно немного. Они, кстати, еще и поют, и свои авторские песни. Но самое, я удивился, при таком скромном количестве подписчиков у них прям стоят концерты прям списком. Я думаю, может быть, я что-то не знаю, что они знают. И писал и им, и другим музыкантам местным за советом. Были очень разные ответы, но один из ответов был парень, ну, у него, кстати, не было никаких там туров, но он посоветовал ходить на открытый микрофон, потому что он сам тоже это делает. И в комментариях, кстати, к предыдущему видео тоже один из подписчиков это советовал. Собственно, я начал ходить на открытые микрофоны с несколькими целями. Первое, это, конечно же, выступить в каком-то заведении, и чтобы там, может быть, менеджмент, арт-директор, кто-то еще меня бы заметил и сказал: о, а этого парня упакуйте нам на полноценный концерт. Вторая цель – это встретить таких же бедолаг с амбициями, которых спросить, может, они еще знают тоже. Короче, посоветоваться и как-то влиться ну, не скажу комьюнити, но вот в общение. И третье – это просто пообщаться, выйти из дома, попрактиковать язык, потому что так как я работаю из дома, удаленно у меня особо нету поводов выходить в социум. И открытые микрофоны – это очень разный опыт. Давайте я не буду рассказывать подробно про каждый микрофон, я скажу лишь то, что
Были микрофоны, которые вообще офигенно классные. Вот самый первый, куда я пошел, просто это был, во-первых, днем, и там такая творческая атмосфера была, все друг друга слушали, но средний возраст посетителей, я думаю, 60-65. И самое главное, что все участники, они попадали в ноты, у них гитары были настроены, и вообще все друг друга слушали и уважительно относились. И на волне вот такого приятного старта я начал ходить на другие открытые микрофоны, где вообще абсолютно разный опыт. Некоторые микрофоны там вообще не то, что мое гитарное исполнение не требуется, там вообще авторское исполнение не требуется. Это просто, по сути, один из видов досуга в пабе. То есть ты можешь в бильярд поиграть, можешь дартс покидать, можешь футбик посмотреть, а можешь попеть песни. И заходя в такие места, я часто понимал, что, ну это вообще никуда не приведет. Я даже с одного такого микрофона ушел, так и не выступив, хотя как бы готовился к взрывному толчку в моей карьере, но там вообще не про это. Многие микрофоны это про то, чтобы в среду поднять чек в баре. Вот и все. Но надо признаться, что в одном баре как раз именно произошло то, о чем я говорил. То есть я играл, владельцы паба увидели это, услышали и такие: о, свободен ли ты энного числа, будешь ли ты играть у нас? И вот таким образом как раз вот это live music у меня встал первый платный концерт. О нем расскажу попозже. Насчет общения с другими такими же бедолагами с амбициями. Я познакомился с парой, которые переехали из Канады. И видно то, что они тоже пришли на микрофон не просто попеть, и они не случайные, они тоже как бы, у них есть вот план выступать, у них есть авторские песни и так далее. Спросил у них советы, где они еще выступали, и они посоветовали одно место забавное. Это фолк-клуб, где выступают в акустику. Вообще фолк-клубы — это отдельная категория здесь заведений, и на самом деле часто фолк-клубы — это просто время и день, который назначает там несколько человек в пабе, не знаю, там в среду в 7 вечера они собираются и часто просто садятся там вокруг 3 столиков и в акустику играют там по очереди. И мне кажется, кстати, забегая вперед, мне кажется, что вот эти музыканты, у которых свои песни, почему у них такие туры? Мне кажется, что у них там какая-то своя тема, своя мафия вот этих фолк-клубов, и если ты попал в один, они потом тебя приглашают в другой автоматически, если ты поешь свои песни. Но я пришел в фолк-клуб без своих песен, просто своими композициями, однако это был супер классный, необычный опыт, во многом потому, что я выступал в акустику, и там как бы отдельное помещение, отдельное от паба было помещение, где все выступали. Опять же, супер уважительная атмосфера, все друг друга слушали, ну и даже немножко было страшно играть, потому что вот настолько тишина в зале, и ты играешь в акустику, все нюансы слышны, потому что когда ты играешь в колонке, ты можешь за этим звуком немножко спрятаться, а здесь как бы нет за что спрятаться, здесь ты просто играешь в акустику, как оно есть. Однако мне тоже кажется, что это ни к чему особо не привело. Но надо сходить несколько раз, потому что, сходив несколько раз на другой открытый микрофон, я познакомился с владельцем этого музыкального кафе, и он меня пригласил там поиграть час на одном мероприятии. То есть это к чему-то привело. Здесь важна, конечно, толерантность высокая к фейлам, потому что вот на несколько говенных, откровенно открытых микрофонов и каких-то попыток что-то сделать есть маленький процент успеха. Он есть. Ну как бы, а как без этого? Нужны попытки и попытки. Единственное, что эти попытки мне обходятся, конечно, ну для меня кажется, что такая цена великоватая. Я не готов прям весь вечер слушать какую-то откровенную самодеятельность. Но чтобы вы понимали, в один из микрофонов там тип вышел босой и начал петь «Аллилуйя» в стиле Sex Pistols. Может, помните, как Sid Vicious, по-моему, Sid Vicious пел My Way. При этом чувак, который был на пульте, то есть звукач, ушел ему подыгрывать, и из-за этого из зала он не слышал, насколько это громко было, и просто,
Кстати, спонсор этого видео — подписчики на Boosty, подписчики на Патреоне и сайт gofingerstyle.com. Я всегда забываю о нем упомянуть. Одноименный сайт этому каналу, где вы можете найти мои видеокурсы и не только. Вообще сейчас задним умом я уже понимаю, что, конечно, я форсировал события и прям давил на себя. Это забавно, потому что я даже написал Клайву Кэрроллу, это такой британский гитарист, которого очень-очень уважаю, дикая вообще у него динамика. Ну, короче, я ему написал за советом, он говорит, 30 лет уже здесь выступаю в Великобритании, ну, не говоря о том, что он отсюда, собственно, и сделал 4 тура с Эммануэлем. Так что, говорит, вот мне это помогло. И я такой на второй месяц уже такой, да где слава, где успех? И еще встретил Джона Гома, у него был мастер-класс тут в Ньюкасл. Несмотря на свою такую как бы неловкость социальную, что называется, все равно я подошел к нему, там поздоровался. Я знал, что у него через пару месяцев будет здесь концерт в Ньюкасл. И я спросил, можно ли к нему залететь на разогрев. Он сказал, что, ну, типа, следит за социальными сетями, а в социальных сетях он потом уже выложил какой-то странный конкурс. Ну, короче, мне кажется, мало шансов залететь к нему на разогрев. Я же еще писал на разогрев к Майку Доусу тоже, чтобы попасть. Более того, даже менеджер одного из клубов здесь, местных, где выступал Майк Доус, от моего имени писал ему, типа, вот бы нужен ли разогрев. Он сказал, что нет, не нужен, потому что у него и так 2 больших сета, и он играет без разогрева. Короче, вообще, как-то февраль на низкой ноте, несмотря на то, что какие-то были успехи, но все равно на низкой ноте он закончился, потому что я не знал, куда мне приткнуться со своим фингерстайлом. Как бы понятно, что у фолк-исполнителей там свой вайб, и понятная аудитория, и понятно, в каких клубах выступать. Если ты играешь там, например, джаз, тоже понятно. Там, не знаю, у тебя рок-группа, тоже понятно. С фингерстайлом я вообще не знал, куда приткнуться и как объяснить, что как бы я не пою, и все, и не пою. То есть, да, у меня есть гитара, но я не пою. Но потом наступил март, и в марте как-то полегче задышалось. В начале марта, собственно, я и попал на вот этот открытый микрофон, который мне принес сольный концерт в том же пабе. У них не было колонок. В пабе у них нет колонок. И, был вариант как бы арендовать, но был вариант купить. И я почему-то решил купить ровно за те же деньги, которые мне заплатят как бы в качестве гонорара. Я не знаю зачем, но я решил вот такой квест себе устроить. Конечно, это БУ колонки. Ездил, искал и в итоге купил. Колонки. Усилитель. Он же микш. Ну и бордик мой. Та еще тоже затея, я никогда не покупал. Можно было как бы купить комбик, но мне кажется, гитарный комбик не совсем предназначен для бочки такой резкой и насыщенной. Поэтому то, что называется PA System, купил. Там такой комьюнити-центр, и чувак, он как художественный руководитель. Там тинейджеры играют Нирвану, у них куча всякого оборудования, там барабан, понимаете. И а-ля, знаете, «Школа рока» и «Джек Блэк». Помните фильм? И вот, видимо, они что-то новее купили, а это продавали. Ну ничего, нормально отработали. Перемещаемся на несколько дней назад, где, как видите, погодка была не такая сказочная. И делюсь своими свежими впечатлениями после этого первого сольного концерта, по сути, выступления в пабе, где я как раз и опробовал свежекупленные колонки. Ну все, я закончил играть. Было круто. Народ реагировал. Это самое главное. И надо понимать, что все-таки британские пабы — это именно public house. То есть это просто место сбора людей. То есть там и пенсионеры приходят, и с собачками, и с детьми, там, не знаю, которые, там, не знаю, 3-летние. Абсолютно это нормально. И как раз этот паб, в том числе, я уверен, что есть пабы какие-то там, не знаю, фанатско-футбольные, где полный атас, но
конкретно этот, он такой а-ля семейный, на берегу, очень все симпатично, и было приятно, и менеджеры остались в восторге, и люди в восторге, и меня позвали играть каждую первую субботу месяца или что-то такое. Система акустическая, которую я купил, неплохо отработала, не идеальный звук. Возможно, стоит выступать в инейрах, не потому что это какая-то там большая сцена, и я должен себя слышать, чтобы просто себя именно кайфово слышать, может быть, какой-то более кайфовый звук отстроить себя в наушниках, а потому что, в первую очередь, надо, чтобы я сам кайфовал. Это не способ выживания, да, мне нравится это делать, и хочется, чтобы это было приятно. Все же приятно отыграть полностью сольник, а не просто прибежать на открытый микрофон, там разложить педалборд свой, в ПХ подключить. Обычно на микрофонах играешь 3 композиции. Только к концу второй композиции я понимаю вообще, где я нахожусь, звук, ощущения от игры. А здесь круто, отчекался, я прям чекался не спеша, так, чтобы быть уверенным, что все хорошо, все проверил, все. Я доволен, тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, в английском, оказывается, тоже есть выражение knock the wood, да, постучи по дереву. У меня тут машина простая, нету деревянной отделки, поэтому стучать негде. Получается, что это выступление у меня встало благодаря открытому микрофону, и я потом еще несколько раз ходил на открытые микрофоны того же организатора, но там впечатления были вот примерно такие. Сегодня это было очень сложно без мата. Короче, зато я в Фейсбуке нашел организатора Fingerstyle Феста. Оказывается, у него будет домашний такой мини-фест на юге Англии. И вот, собственно, меня туда пригласили, я там буду играть. Что из этого выйдет, посмотрим. Если вы не против, я вот так вот сделаю. И еще мне ответили на заявку, которую я подавал на Durham Fringe. Что такое Durham и что такое Fringe? Fringe — это фестиваль перформативных искусств. Он пошел вообще из Эдинбурга. И там в первую очередь театральные, комедийные, какие-то цирковые искусства, и в том числе музыкальное искусство. И это как бы фестиваль такой городской, прям в разных многих локациях происходит сразу куча всего. А Durham — это городок недалеко от меня, такой исторический. Кстати, в предыдущие выпуски я записывал именно там. И вот в этом городке как раз будет этот фестиваль, и я там буду выступать аж 5 дней подряд по часу. Но это все происходит от администрации города, поэтому все суперофициально, там какие-то страховки, сертификаты, в том числе вопросы по авторскому праву. И так как программа на час, я подумал, мне проще досочинить своего авторского материала до часа, чем заморачиваться по авторским правам. Слава богу, этот фестиваль будет летом, поэтому у меня есть какое-то время это сделать. Но это вообще приятная задача, это классно. И вообще, благодаря этой задаче и благодаря этим видеоотчетам я, например, много вообще о себе начинаю понимать. В том числе, например, что почему я не шел в авторский материал? Авторский материал предполагает переживание каких-то эмоций на, таком солидном уровне. То есть, когда ты делаешь чужие композиции, ты просто подключаешься к чужим эмоциям. Или, например, просто песня тебе с музыкальной точки зрения понравилась, и ты хочешь вот ее подсветить. Но когда ты делаешь свой материал, ты должен погрузиться в свои эмоции. И вот для меня это было всегда тяжело, и я поэтому этого не делал. Но сейчас начинаю. Кстати, еще меня от этого фестиваля позвали там поиграть где-то 15 минут бесплатно, типа пресс-конференция или презентация, что-то такое. Музыканты знают, когда звонят, говорят, поиграйте, пожалуйста, у нас, правда, бюджета нету, но будет пресса. Вот это вот все. Но я не стал нос воротить. Я подумал, что это в любом случае практика, общение, может быть, знакомство. Мне вообще сейчас лишний раз приятно из дома куда-то выехать в общество, поэтому да. И еще в самом-самом конце марта я еще на одном микрофоне выступил. На этот раз это была настоящая сцена, настоящие там мониторы были, там был звукач, я такой прям о.
там рядом художественные мастерские, и я думал, как-то вот схожу на микрофон, заколлаборируюсь. Я вообще им до этого писал имейл, типа, вообще, ребят, давайте что-нибудь замутим. Они такие, ну, держи нас в курсе. Но я вообще кайфанул просто от того факта, что там поиграл на большом звуке. Хочу как раз в следующий раз там поиграть какие-то экспериментальные ambient, кислотные лупы. В этот раз не хватило смелости, но в следующий раз обязательно. Да и в целом к концу марта у меня как-то вообще подотпустило. Во-первых, я начал задумываться, настолько ли я амбициозен. Правда, вот мне вот прям нужен этот sold-out в Альберт-холле. Или достаточно просто иметь возможность выходить в люди и делиться своим творчеством. Пусть даже будут это открытые микрофоны, но как бы проверенные, там, где слушают. Потому что это, ну вот как бы я получил то, что хотел. Я пришел, и меня слушают. Это очень важно. И пока я играл, я отрабатывал авторские композиции свои. На сцене все-таки это по-другому чувствуется. Аранжировка по-другому, когда есть зрители. Подотпустил меня, потому что еще образовалось нормальное количество дат. И я понял, что в целом ничего смертельного, если сегодня не получилось дать своей карьере какой-то взлет на этом микрофоне открытом. Просто как бы поиграл и кайфанул. Будет попытка еще потом, потому что все-таки вода камень точит. Другой вопрос, насколько у воды есть, ну, у воды есть много терпения, насколько у меня хватает терпения точить эти камни. Что-то ветер уже сильный, поэтому давайте в машину переместимся и там расскажу свои выводы. Когда я играл этот концерт, выступление в пабе, я, конечно, был рад, что у меня получилось. То есть я сходил на микрофон, меня заметили и предложили выступить сольно. Да, это не какая-то большая концертная площадка, это просто паб, даже без сцены и даже без колонок. Но у меня получилось. Но пока я играл, я думал, хочу ли я вот в этом формате живая музыка постоянно двигаться. Потому что там именно кавера, там моя авторская, по крайней мере, то, что я сейчас хочу играть, это вообще неуместно. Хочу ли я вот так всегда играть? Или стоит переключиться именно на путь артиста? Но это такой путь, мне кажется, надо быть готовым умереть на этом пути, это путь самурая. Готов ли я к этому? И еще за эти 3 месяца я сделал вывод, что, возможно, это глупо и опрометчиво отказываться вообще от онлайн-присутствия и только офлайн пытаться. И если быть артистом, то, ну, это важно постоянно себя знакомить с новой аудиторией, с новой аудиторией здесь. Это тоже определенный путь самурая. Короче, вот этот видеодневник, на самом деле, он мне помогает задавать себе правильные вопросы. Ответы я пока не озвучиваю, и я пока их, честно говоря, и не знаю. Под предыдущим видео очень много поддержки в комментариях. Это очень круто. И очень много еще мне в личку потом писало людей. И полезными контактами поделились. И несмотря на то, что в комментариях еще писали то, что это travel блог, нет, канал не превращается в travel блог. Здесь по-прежнему будут выходить и уроки, и музыкальные видео, я надеюсь. А вот следующий эпизод из вот этой серии travel блога, так сказать, он будет уже в Boosty и Patreon. Смотрите, в Boosty и Patreon я буду выкладывать ежемесячно. Просто вот все, что думаю, все, что накопилось. Здесь, на Ютубе, я пока что не знаю, возможно, через 3 месяца я выложу. Вот так же, типа, итоги 3 месяцев. Возможно, раньше. Но обязательно выложу, поделюсь своими изысканиями и результатами, что получилось. Ну и в конце концов будут концерты. Как минимум буду выкладывать отчеты о своих концертах. Спасибо еще раз огромное за поддержку и спасибо. Пока.